Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Когда Баран спрашивает Дилана, чего он не может сделать, Дилан на мгновение собирается что-то сказать, но ему на ум приходит угроза Сабихи Ханем. Тем временем он звонит на телефон Дилана с частного номера, но отвечает Баран. «Мисс Сабиха, не сердитесь на Дилана, он только что разговаривал со мной, и я предложил ему работу. Но Дилан не согласился, поэтому я настояла, чтобы он защитил Дилана, потому что во всем виновата я». Затем госпожа Сабиха говорит, что идея телефона принадлежала мне, и я передала ее Дилану, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Баран спрашивает, правда ли то, что сказала госпожа Сабиха. Дилан дает уклончивый ответ, говоря, что она сказала вам все, чтобы не солгать. Когда Баран говорит Дилану, что ты не можешь выходить куда-либо без моего ведома, а также не можешь работать на Гэжу Сабиху, Дилан отвечает, что я могу делать все, что захочу, ты не можешь мне мешать. Баран говорит, что отныне это тюрьма, я твой охранник, иначе все. Дилан злится и спрашивает, что он будет делать, если его не будет. Когда я прошу его привязать цепь к моим ногам, если необходимо, Баран говорит, что сделает это, если нужно, а затем спрашивает, как этот телефонный звонок дошел до тебя. Дилан говорит, что я тебе ничего не буду объяснять, если хочешь, сломай еще раз, ты только и делаешь, что бьешь, ломаешь, толкаешь, пихаешь, больше ты ничего не знаешь. Телефон Барана звонит, и Керем сообщает ему, что компания, которая запустит кампанию, хочет перенести презентацию на 2 дня позже. Когда Баран спрашивает, следует ли говорить об этом сейчас, Керем отвечает, что это из-за деловой активности компании. Баран говорит, что у него осталось немного работы и он успеет к запуску, и вешает трубку. Затем он поворачивается к Дилану и говорит, что проблема с телефоном еще не решена. Дилан выходит из комнаты, не отдав телефон, хотя и просит отдать его ему. Баран звонит Керему и о чем-то его просит, но просит держать это в секрете. Дилан слышал, что презентация близка, и задается вопросом, как он сможет сделать такое с Бараном и отправить фотографию этого ожерелья до завтра. Пока Баран работает на своем ноутбуке в саду, Дилан приходит и с любовью наблюдает за ним. После просмотра он возвращается внутрь, не крича, и готовит что-то для Барана на кухне. Пока Дилан думает о том, как ей сделать это зло с Бараном, она приносит то, что приготовила для Барана. Он желает Бране удачи и уходит, но наблюдает за ней сзади. Внимание Барана привлекает Дилан, приносящий чай в кружке, которой он всегда пользуется. Баран и Дилан ложатся спать, но Баран все еще работает над ноутбуком. Дилан помнит официальные слова Гэжи Сабихи «Я хочу, чтобы оно было у меня уже завтра». Затем, думая, что ему придется это сделать, он спрашивает Барана, «Могу ли я увидеть то, что вы рисуете?» Баран отвечает, «Я никому это не покажу». Звонит телефон Барана и звонит его сотрудник Альпер, чтобы узнать, как будет проходить стенд. Баран смотрит на свой компьютер, чтобы отправить ему образец, но понимает, что он остался на другом его компьютере. Итак, выходя из комнаты, он возвращается и выключает компьютер, который оставил на кровати, глядя на Дилана. Когда Баран снова встает, чтобы выйти из комнаты, Дилан встает и спрашивает, куда он идет. Баран открывает ящик, достает телефон и передает его Дилану. «Это твой телефон, но только для того, чтобы позвонить мне». Он протягивает его и выходит из комнаты. Баран отправил посылку Керембею и Сабихе Ханем. Когда Хавин хотел забрать посылку у двери, господин Керем сказал, «У господина Барана строгие инструкции, и я должен передать его ему», и вызывают Гэжу Сабиху. Егмур думал, что Джеври и Джевдит отдадут его матери Мильтем Ханем, и очень боялся. Когда госпожа Цеврия обещает Ягмуру, что никогда не отдаст вас Гэже Мильтем, лицо Ягмура улыбается и к ней возвращается радость. Госпожа Сабиха подходит к двери и берет пакет, который принес господин Керем, а в пакете находится телефон, который она дала Дилану.
Пока баран гуляет по зелени сада, кто-то следует за ним и фотографирует его. Госпожа Сабиха звонит Дилану, желает удачи в телефонном звонке и спрашивает, почему вы сфотографировали Дилана барана. Госпожа Сабиха угрожает вам, говоря, что вы знаете, что произойдет, если вы не сделаете то, что я говорю. Дилан беспокоится за барана, находит его в саду, и когда он говорит «пойдем внутрь», баран говорит, что моя прогулка еще не закончилась и хочет пойти. Дилан гонится за ней, он не хочет ее оставлять, поэтому я тоже иду, я все равно в особняке, никуда не выхожу. Когда Ферат говорит, что он и Дирье будут жить в особняке, господин Кудрет возражает, крича. Дирье злится, говоря, что он пытался убить мою невестку и ей нет места в этом доме. В этот момент приходит Дирья и спрашивает, что случилось и почему у всех такие грустные лица, но ответа не получает. Господин Кудрет желает всем приятного аппетита и с угрюмым лицом выходит из-за стола. Пока Дилан и Берон идут, Дилан говорит «я устала» и останавливается. Когда она снова пытается идти, у нее болит нога. Берон держит ее, затем Дилан говорит «пойдем домой, я один, мне страшно, не оставляй меня». Бран говорит «хорошо, от тебя нет спасения», и они идут к дому. Госпожа Азади приходит к Гану Кудрету и пытается убедить его дать Дирье шанс ради Ферата. Когда Баран и Дилан подошли к дому, госпожа Азади сидела в беседке, позвонила Барану и позвонила ему, чтобы спросить вас о чем-то. Он предупреждает, что госпожа Сабиха очень богата и необходимо выяснить, кто она и как Дилан нашел госпожу Сабиху. Берон говорит бабушке «не волнуйся, я проведу расследование». Баран встречает господина Кудрета, и когда он беспокоится о том, как он будет работать без своего помощника, господин Кудрет говорит «возьмите Дилана» и звонит Дилану. Когда Дилан говорит «я не понимаю, я не знаю, как это могло случиться», господин Кудрет поддерживает Дилана, говоря «вы можете дать мне идею и посмотреть на нее с точки зрения женщины». Когда ему приходится идти на семинар с Бараном Диалном, он думает, что сегодняшний вечер будет трудным. Дилану очень нравится этот семинар, и он характеризует его как место, где я чувствую себя лучше всего в Баране. Затем Дилан говорит Барану, «Твои глаза здесь выглядят иначе, ты здесь счастливее, по крайней мере, я видел, как ты улыбаешься». Баран начинает рассказывать историю первого дня, когда он пришел в мастерскую. Когда я пришел к Дилану, я был маленьким мальчиком, который только что потерял мать и потерял все. Но потом он говорит, что это место для меня надежда, и начинает готовиться к работе. Когда я говорю, что много работал, чтобы раскрыть в себе этот чистый драгоценный камень, Дилан говорит, как приятно. Когда Дилан спрашивает, что мне теперь делать, как мне помочь тебе, ты направляешь меня, Бран отвечает, я тебе скажу. Когда Берон кладет на стол ожерелье, над которым он будет работать, она отвечает, что оно очень красивое. Дилан с восхищением наблюдает за Бараном, работающим с осторожностью и чуткостью. Цеврей замечает, что госпожа Мелтем тайно разговаривает по телефону и беспокоится, что с этой женщиной что-то не так, она определенно что-то скрывает. Дилан готовит кофе для Барана, а затем просит Дилана дать ему бакарес. Однако Дилан спрашивает все инструменты по одному, последний ли этот, находит бакарес и оставляет его на столе, чтобы не было драки. Тем временем слова Сабихи снова приходят ему на ум. Он стоял над Бараном и из-за стресса не мог перестать думать о том, как он это сделает. Дилан Баран комментирует, «Мне очень понравилось, что эта этническая работа, она отражает текстуру Мардина». Берон такой, но я не знаю, какой драгоценный камень он будет использовать в последний раз. Он просит Дилана о помощи, спрашивая, есть ли у вас какие-нибудь идеи. Дилан, у этого колье есть душа, оно отражает сердце человека, который его сделал, какой бы камень ты туда ни положил, оно отражает твое доброе сердце и искренность. У вас глубокая связь с этим ожерельем, потому что оно растет у вас на руках, отвечает он. После этого разговора Берон решает, кладет последний камень и говорит, что ожерелье готово. Пока они смотрят друг на друга, Дилан вспоминает обещание Сабихи прислать это фото.
Хавин спрашивает Сабиху Ханем, думает ли она, что Дилан отправит фотографию. Сабиха Ханем отвечает, что если он не отправит его, он получит плохие новости от Барана. Пока Берон сообщал отцу, что проектирование завершено, один из сотрудников подошел и позвонил Барану и сказал: «Стенд здесь, давайте посмотрим на мистера Берана». Когда Берон уходит, Дилан фотографирует ожерелье, но не решается его отправить. В этот момент позади него появляется Берон и зовет Дилана. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.